В данной лекции по моей системе спасения гармоничного развития я показываю технологию построения физической реальности, так как это делает Создатель, с точки зрения того, что реальность может быть в первую очередь той, которую Создатель заложил, например, там человек, природа, и во вторую, получается, очередь, это то, что воспроизведено, например, людьми. Это могут быть какие-то явления внешней реальности, которые также что-то строят. Но в данном случае в основном строит человек. Поэтому, чтобы организовать управление, например, уже получается следственной частью, которая построена на определенном уровне сознания, созданном Создателем, возникает достаточно простая по управлению задача. Это в плане постановочным вариантом. Это управление тем, что было, или кто был создан, или что было создано с точки зрения создания, и управление теми системами, которые были созданы во вторую очередь, например, машинами. Поэтому в данной ситуации следует определить определенные фактически аксиоматические позиции, которые на самом деле являются выражением достаточно конкретных законов. Совершенно во многом эти законы устойчивы с точки зрения миллионов лет развития. И они носят характер еще более жесткой в законодательном плане системы, чем, предположим, понятие силы тяжести и так далее. То есть это еще более жесткие законы реальности, на мой взгляд. И выражаются они в следующем. Чтобы получить управление системой воспроизведенной, например, технической системой, как видно из практики управления, следует, во-первых, сформировать начальный импульс, который будет давать следующее развитие, и в этот импульс обязательно нужно, чтобы была включена техническая система с точки зрения ее проявления в виде, например, мыслительной компоненты. То есть первая задача – это провести диагностику технической системы, которая может быть представлена или осмыслена с точки зрения мышления. То есть, проще говоря, ввести в сознание как элемент мысли. Вторая задача – это определить месторасположение этой системы. То есть вы пока определяете только общие принципиальные позиции, что нужно сделать. То есть в каком месте должна закладываться техническая система, наиболее близко удовлетворяющая задачам личности. То есть у каждой личности получается, что локализация различная, хотя в основном первый обобщенный уровень – это над уровнем правого плеча и над уровнем левого плеча. Но над уровнем левого плеча это динамические, физического причем плеча, это динамические системы, то есть быстро движущиеся. Самолеты и ракеты и так далее. Машины. Статичная система находится над уровнем правого плеча. Это общая принятая система, хотя вы можете сделать реконструкцию и перевести этот образ в другое место. Затем следующим элементом диагностики системы является выявление внешних, ассоциативных даже или условных факторов по управлению, потому что здесь есть смысл логически даже, что самое главное охватить как можно больше информации вширь. И поэтому делается после выявления местонахождения заархивированной в мысли какой-либо технической системы, выявление всех ее внешних связей, то есть ассоциативный принцип. Третьей позицией является изменение точки, практически сканирования. Когда создается устойчивость, то есть следующая область по отношению к системе диагностики. Четвертой частью является выделение будущей позиции по отношению к объекту управления, то есть к технической системе.
И уже, получается, пятой частью является, собственно говоря, выделение конкретной технической системы в информационном плане, которая физически уже правильна в физическом мире. Значит, и данная техническая система, она уже может быть диагностирована, потому что она строится на принципах, значит, во-первых, информационного строения на уровне мышления, определения этой мысли в пространстве по отношению к физическому телу, устойчивости этой мысли за счет разных точек зрения и, значит, прогнозной фазе, куда входят будущие события. Как только вы оформили, получается, построили некую сферу, внутри которой находится возможная техническая система, потом вы просто ее туда помещаете внутрь, и все. И сразу видна диагностика, проявленная на физическом уровне технической системы. Значит, следовательно, любая диагностика осуществляется через, во-первых, организацию. Что делает создатель? Он сначала организовывает определенную необходимую систему с точки зрения задачи развития личности, то есть организации на мыслительном плане. Затем создание внешней реальности после организации объекта, то есть внешняя реальность вокруг их создается. Создание устойчивости, смены позиции управления, там разные точки управления. И затем, придание статуса будущих событий, да? Это достаточно даже логически понятно. Придается статус будущих событий, создается фракция будущего, а затем уже создается сам физический объект. Следовательно, он может создаваться либо путем того, что люди трудятся и делают его, либо материализовываться. Поэтому этот принцип, который я объяснил, он в том числе и принцип материализации. Так можно материализовать плату, если самолет падает, там платы не хватает, еще что-то еще. То есть можно создавать в определенных ситуациях материальные тела. Значит, для этого, как я объяснил, надо вот это всего лишь навсего, вот эти 5 принципов реализовать. А в дальнейшем, после реализации такой платформы, можно диагностировать там сверхсложные, простые, любые, вообще говоря, системы, но, как правило, сложная любая система, она диагностируется по возможности с опорой на какой-либо элемент самой системы или на ближайший, также технически правильный элемент. Принцип однотипности в диагностике и в управлении. Значит, установив вот такую законодательную систему, фактически, в том числе и из практики, можно рассмотреть принцип организации информации вот с точки зрения, фактически обратной задачи, каким образом, во многом она обратная, можно строить свое развитие, если учесть, что технические системы развиваются достаточно быстро, в том числе и по многим функциям они начинают превосходить, например, возможности создателя. То есть, когда создатель создавал людей, то он их создал, но достать до создателя они учесть, что не могут. Если, например, по этому же принципу пойти, то каким образом тогда строить стратегию развития, например, цивилизации, когда ясно, что все более усложняющиеся технические системы могут повлиять и уже влияют на то, что машина может задеть человека и так далее, не говоря уже о ядерном оружии, то принципом построения данной системы является то, что, и это нужно знать обязательно, когда идет управление через любой технической системой, что каждая клетка, значит, например, физическая клетка, каждое состояние, включая духовное состояние, если их представить в виде областей информации, например, клетку или, например, духовное состояние, все системы человека должны быть с точки зрения организации вашего сознания фактически равно удалены от воспроизводства технических систем. То есть это своеобразная сфера, в центре которой находятся, например, все ваши клетки, там, все ваши задачи по событийным линиям, включая духовное состояние, а все внешние технические системы в организации вашего сознания, прямо по расстоянию, они должны находиться всегда на одинаковом расстоянии. И тогда, когда вы, например, садитесь на самолет, садитесь на машину, как только вы видите, что некая техническая система начинает приближаться в центр этой сферы, посмотрите либо на дорогу, либо замедлите. Проще говоря, это система управления, которая не позволяет,
технической системе, создавать как проблемы на пути фактически по задачам вечного развития организма человека, прочего личности. Значит, поэтому, если, например, поставить задачу многомерности пространства и времени, то создатель он находится в той же позиции. Чем больше развивается человек, тем фиксированнее становится вот это расстояние, чем больше он вкладывает, например, задачи контроля. И поэтому, как бы человек ни развивался, он все равно не может приблизиться и до создателя достать. И если, например, говорить о системе такой же, о которой я сказал, то эта задача сразу может решаться путем обратных преобразований. Например, у меня есть в задачах, также вечного воспроизводства техники стоит задача, чтобы техника ни при каких условиях не уничтожила человека. И там есть у меня конкретные даже разработки технические, которые позволяют тем же техническим устройствам, как только по параметрам движения некий биологический вид информации возникает, дерево или человек, они работают в плане практически как телепортации на уже устойчивые системы, некие стоянки и так далее. И такие системы, они вполне реальны с точки зрения математических расчетов, и даже были в Новосибирске сделаны практические опыты. Есть системы, на этом же принципе построены, которые могут перемещаться и при этом не разбивают, например, систему существующего физического плана. Они выпадают в другое пространство. При телепортации эти пространства существуют. Если на оптических системах, как это строится, каждый, например, уровень, физический, стол, предложим, стена и так далее, человек, он имеет, по типу песочных часов, определенный центр отображения по принципу подобия, как построена моя кристаллическая система. И если пространство здесь, правильно, в более сжатом виде, то можно вывести в другое пространство и там просто более широкие улицы. И провести оттуда и положить в нужное место. Тогда этот элемент не заденет. На уровне физической реальности кажется, что он прошел как будто бы через стену. Хотя реально он прошел через другое свойство пространства. И когда вы будете работать с управлением, по управлению техническими системами, во-первых, всегда проходите, хотя бы мысленно, или внутренним взором, на духовном уровне диагностики, все законодательные планы, о которых сейчас я сказал. А во-вторых, старайтесь управлять с учетом уже достигнут, например, в оптических элементах управления, которые у меня есть в виде патента, способ предотвращения катастроф и устройств для его осуществления, или система передачи информации. Там тоже мысль проходит таким же образом по подобию кристаллов. Подобные кристаллы передают идентичную информацию. Если я концентрируюсь на этом кристалле букве А, такая же сразу считывается на другом подобном кристалле. Там, соответственно, существуют, правда, методы корреляции, единственности информации в данной точке считывающего устройства. И когда вы будете управлять техническими системами, обязательно эти принципы управления закладывайте, которые говорят о том, что есть возможность достаточно активно управлять существующим физическим пространством, но при этом не меняя обычную форму для тех, кто, например, эти задачи не реализовывает в данном времени. После того, как они научатся, можно будет расширять сферу этих же самых телепортаций, построения новой техники. Хотя, если нужно строить сверхновую технику по этим принципам, по тем задачам, то ее надо ставить сейчас, а другие уже научатся. Есть и такой принцип в организации системы сознания. Поэтому в задачах построения и управления техникой обязательно ставьте перед собой задачу, какой должна быть техника, в принципе, с точки зрения создателя, как ее управлять и как эти знания передавать другим. То есть, то, что я сказал, это нужно делать, но новые добавочные технологии, которые будут приходить по возможности, их проверяйте. То, что я сказал, это в любом случае может быть использовано, а свои техники по возможности чаще апробируйте. Но при этом обязательно, так же, как я показал, в задачах создателя, с учетом, тонких планов задач создателя, старайтесь выявить свою позицию. То есть, с точки зрения вашей позиции,
как проявлены задачи создателя здесь, в конкретном месте. То есть при управлении техническими системами обязательно поднимайте этот вопрос, по возможности многократно, потому что сейчас стала развиваться такая тенденция, что технические системы это как воспроизводство только людей, на самом деле.